Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с палитрой такой работали. Но и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Потому что все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи, из летней, из демисезонной и зимней. Один и тот же узорчик с разной пряжи смотрится по-разному. Тут самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь остановлюсь на ниточках, с которыми сегодня буду работать, и расскажу новичкам, кто еще с ними не работал. Смотрите, называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Дальше смотрим. По составу это 80% акрил, 20% это шерсть. И крючок нам советуют брать от двоечки до четверочки. Видите, все прочитали. Идем дальше, пока не забыла. Многие спрашивают номер. Номер, смотрите, ниточек 164. На камеру, в принципе, передается так, как есть, но мне кажется, на полтона, так скажем, возможно, поярче. Так, немножечко поспокойнее ниточки. Я беру крючок номер 3, потому что я данную пряжу вязала крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка. Вы точно так же изучаете свою пряжу, точно так же читаете рекомендации производителя по поводу крючка, подбираете крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта. Это получается 30 воздушных петелек и дополнительно 3 петельки. Вы увидите, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я буду набирать 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот, мой будущий образец. Далее смотрите, вот так вот делаем одну воздушную петельку, так, накид, отсчитываем от крючка вторую петельку, раз, два, во вторую петельку вот так вот ныряем, вытягиваем ниточку и все 3 петельки провязываем вместе. Оп, это называется полустолбик с накидом. Накид, следующую петельку цепочки по порядку нырнули, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. Оп, еще один полустолбик с накидом. И так вы шагаете по всей цепочке, в каждую петельку цепочки провязываете полустолбик с накидом. Если удобно, провязывайте столбики с накидом, столбики без накида. Самое главное, чтобы мы не оставили цепочку, потому что много новичков и в начале первый ряд могут запутаться, а в столбиках точно не запутаетесь. Итак, я буду провязывать полустолбики с накидом до конца ряда. По итогу количество полустолбиков у меня должно получиться ровно столько, сколько я набирала петелек воздушной цепочки. То есть 33 полустолбика с накидом. Несложно, да? Вы точно так же сами себя контролируете. Сколько вы набирали петелек в цепочку, столько у вас должно получиться полустолбиков. Ну или столбиков, да, как вы будете делать. То есть вот такой вот интересный вспомогательный ряд и несложный. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мои полустолбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Далее 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. Смотрите внимательно. Теперь не вот в этот столбик, да, верхушку первого столбика, а верхушку второго столбика нырнули и провязываем. Столбик с накидом. Раз. Сюда же, в этот же, получается, столбик нырнули. Провязали столбик с накидом 2. И сюда же столбик с накидом 3. Угу. Вот такая картина должна получиться. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. И в 4-й столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Пропускаем 1 столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Так скажем, такое вот окошечко.
Видите? Далее опять накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули. И провязываем в начале 3 столбика с накидом. 1. Сюда же, в верхушку этого же столбика. Столбик с накидом 2. И сюда же столбик с накидом 3. Теперь воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же и провязываем точно так же еще 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Вот такой вот веерочек. А здесь получается в начале ряда пол веерочка. Видите, да? Дальше все то же самое. 3 столбика пропустили. В 4 провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. 1 столбик пропустили. В следующий столбик опять столбик с накидом. У нас получается опять вот такое вот окошечко. Угу. И накид, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 опять провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. И вот так вот вы чередуете до конца ряда. Веерочек, окошечко, веерочек, окошечко, веерочек, окошечко, веерочек, окошечко до конца вашего ряда. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. А в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наши веерочки с окошечками практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Помните, 3 петельки подъема, да, и воздушная петелька по узорчику. И потом 3 столбика. А здесь наоборот. Вначале 3 столбика провязали с накидом, воздушная петелька. И вот в последний, получается, нашу петельку, наш полустолбик, провязываем просто столбик с накидом. Все. И вот так вот наш ряд будет закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Еще 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. Вот в эту арочку предыдущего ряда, где воздушная петелька была, ныряем. И провязываем 3 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с накидом. Угу. Далее смотрите. Будьте внимательны. Накид. Мы переключаемся вот на наши вот эти вот столбики, которые формируют окошко. Но будем провязывать не обычные столбики, а рельефные. Накид. Захватываем столбик вот так вот сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Называется рельефный лицевой столбик с накидом. Когда узорчик вырастет, рельефные столбики будут видно лучше. И вы увидите, какая прелесть получится. Воздушная петелька. Следующий столбик точно так же. Накид. Захватили столбик вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. Провязываем по 2 петельки. Вот такое вот у нас получается объемное окошечко. Идем дальше. Накид. Вот в арочку нашего веерочка ныряем и провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же. Столбик с накидом 2. Сюда же. Столбик с накидом 3. Потом воздушная петелька. И опять сюда же в арочку возвращаемся и провязываем еще 3 таких же столбика. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Угу. То есть мы, получается, повторяем предыдущий ряд. Единственное, что столбики у нас будут рельефные. Все, а так ничего сложного. После веерочка опять переключаемся на столбик. Вы уже помните, да? Захватываем вот таким вот образом и провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Воздушная петелька и следующий столбик. Точно так же. Угу. Вот такие вот объемные окошечки. Далее накид. И опять переключаемся на веерочек в центр веерочка и провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. Поняли, да? Все, шагаем до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. Так, смотрите, провязали опять наши веерочки, окошечки. Как мы заканчиваем ряд? Вот в последнюю, получается, арочку точно так же 3 столбика с накидом. Далее, смотрите внимательно, воздушная петелька, так. И помните, мы здесь провязывали 3 петельки подъема. Вот в третью петельку нырнули и закончили наш ряд столбиком с накидом. Угу, угу. А теперь смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Воздушная петелька по узорчику, то есть 4 воздушные петельки, накид. И вот в эту арочку мы провязываем всего лишь только 1 столбик с накидом. Повторяйте.
Так? Далее, смотрите, что мы делаем. Нам необходимо сохранить рельефность нашего узора, и поэтому мы будем рельефные столбики, смотрите, сейчас провязывать. Вот, непосредственно вот наш первый столбик рельефный, который был лицевым, да, мы будем провязывать рельефным изнаночным, чтобы они у нас смотрелись все везде с любой стороны одинаково. Итак, накид. Захватываем, смотрите, вот таким вот образом. Столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть сейчас мы его провязали рельефным изнаночным, да, очень хорошо видно рельефные изнаночные, они получаются вот такой вот горизонтальной полоской. Но с обратной стороны у нас все будут столбики рельефными, лицевыми, понятно? То есть мы сохраняем рельефность. Так, идем дальше. Теперь нам необходимо вот в это вот окошечко, вот в эту арочку провязать еще 2 столбика с накидом. Обычные столбики. Раз столбик с накидом. И сюда же 2 столбика с накидом. Воздушная петелька. Опять возвращаемся в эту же арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Накид. Вот этот вот наш столбик, да, нашего окошечка. Точно так же захватываем спереди назад. Столбик за крючком. Вытянули ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Рельефный, изнаночный столбик с накидом. Поняли? Вот такая картина получается. Теперь смотрите, переключаемся вот на нашу арочку, да, вот нашего веерочка, и провязываем сюда рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. И все. Понятно? То есть вот это наша рогаточка, вот мы здесь провязывали, видите, половинку рогатки в самом начале ряда. Все, дальше повторение. Опять накид. Наше окошечко, 2 столбика. Первый столбик провязываем рельефным изнаночным столбиком с накидом. Дальше в само окошечко, вот в эту арочку провязываем 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2. Так, воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же и провязываем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. А далее вот наше окошечко закрываем, так скажем, да, рельефным изнаночным столбиком с накидом. Все. И несложно. Видите? Вот такая картина должна получаться. То есть вырисовываться потихонечку рельеф. И опять же в веерочек провязываем рогатку. Столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Поняли, да? Все. И таким вот образом вы провязываете до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Помните, мы начинали половинкой рогатки. Точно так же половинкой рогатки мы здесь и заканчиваем. То есть мы, получается, сделали столбик, воздушная петелька, а второй столбик мы вот наш кромочный. Поняли, да? Идем дальше. Теперь нам необходимо будет сделать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. Так. Итого 4 воздушные петельки. А теперь смотрите, вот он наш большой веерочек, начинается рельефным столбиком и заканчивается рельефным. С этой стороны у нас все столбики будут рельефными лицевыми. Поэтому продолжаем рельеф, то есть здесь будем провязывать рельефный лицевой столбик. Сразу же переключаемся вот на наш первый столбик, захватываем его так, что столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Видите, повторяется рельефный лицевой столбик. А далее, смотрите, мы ныряем вот непосредственно в арочку нашего веерочка и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, воздушная петелька. Возвращаемся в эту же арочку и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот, веерочек. Угу, веерочек. Дальше переключаемся на рельефный столбик. Вот он наш последний рельефный столбик. И провязываем его рельефным точно так же лицевым. Понятно? Сохраняем рельефность. Как вам? Угу. Угу. Дальше идем. Как только мы провязали с вами рельефный столбик, мы делаем 1 воздушную петельку и переключаемся сразу же. Пропускаем вот эту рогатку. Переключаемся сразу же на следующий рельефный столбик. И повторяем все то же самое. То есть вначале у нас рельефный лицевой столбик с накидом. Далее в арочку веерочка провязываем еще один веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись. Провязываем 3 столбика с накидом. 1,
2, 3. И получается наш этот веерочек мы заканчиваем точно так же. Рельефным лицевым столбиком с накидом. Понятно? Все. И вот так вот шагайте до конца ряда. Как вам? Красота? Красота. Получается веерочек, рельефные столбики, веерочек, рельефные столбики, веерочек, рельефные столбики и так далее. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши очередные веерочки готовы. И заканчиваем, смотрите, ряд. У нас получается последний рельефный лицевой столбик, одна воздушная петелька, и мы присоединяемся вот к третьей петельке подъема. Помните, 3 петельки подъема и воздушная петелька. Вот, к третьей петельке присоединились обычным столбиком с накидом. Все, вот, ряд наш закончен. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три, поворот. Одна воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Смотрите внимательно. Накид. Мы сохраняем рельефность. С этой стороны все рельефные столбики у нас будут изнаночными. То есть вот наш первый рельефный столбик. Мы его провязываем рельефным изнаночным. То есть захватываем таким образом, что столбик за крючком. Видите? Вытянули ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Вот рельефные, изнаночные. Повторюсь еще раз. Изнаночные видно каким образом. Вот такая вот горизонтальная линия, видите, у них формируется. Все, это изнаночная сторона получается. Далее, накид. Переключаемся на наш веерочек и провязываем точно такой же веерочек получается. 3 столбика с накидом. Раз. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Воздушная петелька. И возвращаемся опять сюда же. Провязываем 3 столбика с накидом. Раз. 2, 3. Угу. У нас здесь с вами, смотрите, видите, тоже 2 рельефных столбика. С этой стороны мы видим так вот горизонтальную линию, значит, они у нас здесь будут провязываться изнаночными, как подсказка, да? Итак, захватываем опять таким образом, что столбик за крючком, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, воздушная петелька, следующий столбик точно так же, столбик за крючком, вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки. И опять переключаемся на наш веерочек и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. Понятно? Все, давайте до конца ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рельефные изнаночные столбики вместе с веерочками. И как мы заканчиваем ряд? Вот наш последний рельефный изнаночный столбик, воздушная петелька, накид. И вот в третью петельку подъема предыдущего ряда мы ныряем и провязываем просто обычный столбик с накидом. На этом наш ряд заканчивается. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. То есть итого опять 4 воздушные петельки. Накид. Вот в эту арочку ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. А третий наш столбик будет рельефным. В данном случае у нас вся сторона рельефная лицевая, поэтому мы здесь будем провязывать рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Дальше переключаемся на наш веерочек. И здесь у нас будет просто рогатка. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. И все. Дальше переключаемся на наши рельефные столбики. Вначале рельефный лицевой столбик с накидом. Далее вот нашу арочку, наше окошечко, 2 столбика с накидом. 1, 2. Воздушная петелька. И опять сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2. И заканчиваем, получается, наш веерочек вот рельефным столбиком. Рельефный лицевой столбик с накидом. И переключаемся на веерочек. Это здесь будет рогатка. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Если внимательно посмотреть, то мы такой ряд уже провязывали. Смотрите, вот у нас была рогатка, веерочек, видите? Здесь у нас как бы пол веерочка, рогатка, веерочек. Тот же самый ряд, просто смещен в шахматном порядке. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наши веерочки с рогатками. Если вы внимательно посмотрите по
вашему вязанию, по вашему образцу, то вы поймете, что дальше у вас будет повторение. Видите, вот рогаточка. Дальше у вас пойдет повторение. Раз, два, три. Опять. Веерочки, веерочки, рогатка. Веерочки, веерочки, рогатка. Поняли, да? И вы повторяете, получается, смещаете в шахматном порядке. Для того, чтобы вам было более понятно, я сюда приложу схемку. Проследите, что вы провязали, где какие столбики, как отмечены. Так? И сами себя контролируйте. Давайте увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Мы уже все моменты разобрали. Я думаю, что несложно. Вы обязательно справитесь. Итак, увеличим наш образец на несколько рядочков. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такие вот рельефные интересные столбики. Вот такой вот узорчик объемный. Получается лицевая сторона, да, изнаночка. Все ровненько, аккуратненько. Видите, все столбики получаются лицевые на одной стороне, все изнаночные на другой стороне. Вот так вот в моем случае узорчик тянется. Вы пробуйте вяжите из вашей пряжи, может тянуться больше, может тянуться меньше. Так? И не забывайте, что узорчик можно держать вот таким вот образом, да, то есть в изделии он будет у вас. Вы можете его поворачивать, так, что это у вас будет. Возможно, это у вас будет и кофточка, возможно, это у вас будет и шарфик, и снудик. Разворачивайте, крутите, вертите, как вы хотите, потому что вы дизайнеры, как вы видите, так оно и будет красиво, правильно же? Вот. Вот таким вот образом. Пробуйте, вяжите. Вяжите из любой пряжи. Из однотонной, секционной, из меланжевой. Совсем-совсем любой. Потому что один и тот же узорчик, да, как я говорила, может из разной пряжи смотреться по-разному. Поэтому вяжите топики, маечки из летней пряжи. Так? Это могут быть и шарфики, это могут быть и снудики, это могут быть летние кофточки, кардиганчики. И опять же, не забывайте, из толстой пряжи будет очень шикарно смотреться рельефные столбики. И вяжется несложно, да? То есть узорчик повторяется. Что, давайте замерим нашу красоту. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Так? И получается у меня 33 воздушные петельки. Это, вот возьмем так, приблизительно, да, 14,5 сантиметров. 14-14,5. То есть если вы будете взять палантинчик, дополнительно здесь провязывайте столбики, да, по краешку, чтобы у вас они были ровные. Когда по одному столбику, видите, краешек волнистый. Когда вы сделаете 3, 5, 7, 10, да, то у вас, естественно, будет краешек ровненький. Ну и давайте посмотрим, сколько рядочков получается у меня здесь. Наборный, да, 1, 2, 3, 4. Потом переходим на следующий, да, раппорт. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков. Так, вот 12 сантиметров, видите? То есть за счет рельефных столбиков, да, получается, рядочки немножечко уменьшились, но красота осталась. Как вам? Узорчик, конечно, не новый. Возможно, вы уже этим узорчиком что-либо вязали, поэтому рассказывайте, что вязали, нам будет интересно. Так, если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. Угу. Я надеюсь, вам видео сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчики. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраните себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.